Здравствуйте! Рад приветствовать вас на моем канале. Добро пожаловать! Я очень рад нашему общению, очень рад вашей активности. Сегодня я решил записать очень востребованное видео на тему, которая, я уверен, волнует сегодня очень многих. Это мистика и психология. Есть ли у них шанс встретиться? Есть ли шанс договориться? Есть ли шанс совместно работать? Мистика и психология. Я хочу сразу оговориться, что среди моих учеников достаточно очень квалифицированных психологов, психотерапевтов, которые работают именно профессионально, очень по новым методикам, изучают и так далее. Поэтому я немного владею темой из общения с ними. Сам я не психолог, не имею образования, и поэтому стараюсь не вмешиваться в то, что предлагает психология, психотерапия и психиатрия. Стараюсь не вмешиваться. Но, безусловно, есть некое соприкосновение. И вся проблема, которую я вижу, это проблема, что мистика залазит на территорию психологии, пытается раздавать вот эти вот советы, пытается ставить диагнозы, пытается как-то быть компетентной в вопросах психологического здоровья. А психология частенько пытается выдавать себя за мистику. И вот это единственная проблема. Потому что психология имеет место быть, и это очень сильная, развивающаяся наука, которая современному человеку действительно необходима. И кроме того, я ее рассматриваю как ту подготовительную ступень, которая может вывести человека в некое стабильное, адекватное состояние, в котором он станет восприимчив к мистическим указателям. То есть это очень важная роль психологии, психотерапии, работа с некими патологическими состояниями, которые делают невозможным восприятие мистических указателей и работу в рамках мистической практики. Вот за это я ценю психологию, психотерапию и всячески ей благодарен и поддерживаю. Теперь о наших различиях. Нужно понимать азы, чем занимается одна наука и чем занимается другая наука, чтобы провести условную границу и чтобы они не претендовали на территорию друг друга. И вот здесь мы должны понимать, что психология, психотерапия – это работа внутри эго-парадигмы. Эго-парадигма или парадигма вот этого живущего не подвергается сомнению этими науками. Они лишь занимаются якобы патологическим, болезненным, дисфункциональным вот этим расстройством, которое возникает в рамках эго-структуры. То есть, если по-простому, есть здоровое эго, которое доставляет мало проблем, и есть больное эго, которое слишком агрессивно, слишком патологично, слишком токсично, которое доставляет много проблем себе и окружающим. Внутренний конфликт нарастает, усиливаются всевозможные депрессивные и другие состояния. То есть психология, психотерапия,
она занимается этой патологической симптоматикой, которую вызывает вот эта как бы усилившаяся эго-структура. Все, больше они ничем не занимаются. Они ведут человека в некое стабильное состояние, в котором он якобы здоров. Естественно, мистика по-другому рассматривает состояние здоровья индивидуума. Мистика говорит, что основой всех страданий, всех отклонений, всех психологических нестабильностей является эго-структура. Само эго. Не его последствия, а само эго. И исцеление – это полное прекращение функционирования эго-структуры. Причем мистика, если она действительно глубокая, она рассматривает повреждения на уровне сознания. Это очень глубокий уровень. Есть мистики, которые говорят, повреждение случается в возрасте 3 лет, когда появляется там авторская программа. Это не совсем так. Ребенок уже приходит с сознанием, поврежденным эго-структурой. А дальше мы имеем лишь проявление этой симптоматики на разных уровнях. Так вот, в возрасте там 3,5 лет формируется самый последний уровень ментального эго. Это 5-й уровень эго-структуры, который, безусловно, является доминантным у социального человека. Но это не вся эго-структура. И поэтому снятие этого ментального уровня эго – это тоже не исцеление. Но это снятие довольно большого пласта симптоматики вместе с эго-структурой. Так вот, где же соприкосновение психологии и мистики? Именно здесь психология работает с патологическим эго, которое начинает создавать столько много негативных симптомов, что человек перестает быть адекватным. Неврозы, психозы, депрессивное состояние, панические атаки – это все, по сути, подлежит предварительному исцелению на уровне психологии. Хотя опорой этого, безусловно, является эго-структура. Потому что человек, находясь в тревожных расстройствах и так далее, он не в состоянии адекватно воспринимать такую серьезную науку, как мистика. Не в состоянии. Ему нужно быть стабильным, ему нужно обладать ясностью определенной. Он не в состоянии практиковать, он не в состоянии работать с вниманием. А работа с вниманием – это основа мистической практики. Для этого должен быть довольно стабильный ум, стабильная психика. И вот я вижу психологию, психотерапию помощником в приведении человека в некое стабильное состояние. Это не исцеление, это стабилизация, это адекватность, это трезвость и возможность, если у человека запрос остается, то в таком стабильном состоянии он в состоянии начать заниматься практикой, начать слушать учения. И вот здесь мы рассматриваем психологию как помощника. Мистика не должна заниматься симптоматикой. Наверное, сейчас я разочарую многих, кто этим занят. Мистика должна заниматься причиной, но не симптомами. Даже если эти симптомы слишком сильно проявлены,
Мистика должна указывать на причину. Она знает причину. Причиной является эго-структура. И мистика должна заниматься исцелением от эго-структуры. Полным исцелением от эго-структуры. Есть мистические учения, которые полагают, что можно достигнуть сразу исцеления на уровне сознания. И я согласен с этим. Я вчера буквально давал вам практику. И самые чуткие, готовые, могут прозреть к сознанию, а прозрение к сознанию прекращает всю эго-структуру одномоментно. Но наше учение, у него есть и последовательный подход в исцелении. Мы можем исцеляться постепенно, на уровне ментала, на уровне индивидуальных тел, на уровне взаимодействия индивида и мира, на уровне живущего в сознании. И в итоге мы приходим к полному исцелению, и открывается наше высшее индивидуальное тело, сознание. И на этом даже наше учение не заканчивается, а мы предлагаем высшую йогу, йогу сознания. Это действительно имеет смысл только тогда, когда произошло исцеление от эго-структуры. Поэтому мы предлагаем последовательный подход, при котором действительно симптоматика постепенно уходит. Но для того, чтобы заниматься мистикой, порой необходимо привести себя в стабильное состояние, адекватное состояние, с определенными возможностями к работе с вниманием, с пониманием, к усвоению материала и так далее. Я хочу, чтобы вы услышали. Мистика, которая занимается симптоматикой, не понимает своего предназначения и пытается работать на поле психотерапии. Симптоматика, которая возникает в психике, во всех телах, это ответ на появление эго-структуры. То есть вирус – это как вирус, проникающий в организм. Эго-вирус – это такое же повреждение сознания. После этого повреждения все индивидуальные тела, без исключения, приходят в дисбаланс и реагируют на вот это внедрение. Внедрение ложного субъекта. Услышьте это правильно. То есть все тела возбуждены и возмущены появлением некой ложной сущности. А теперь представьте, это похоже на те симптомы, которые возникают при проникновении вируса. Подъем температуры, озноб, спазмы, головная боль, токсикация. Это все имеет место быть, но является следствием, а не причиной. И эти все вещи указывают на повреждение. Они указывают на эго-структуру, которая является причиной появления всех симптомов, всех блоков, всех нестабильных состояний, всех этих ощущений неприятных, всех возбуждения чувственного тела, перевозбуждения нервной системы. Нервная система не может расслабиться до конца, всегда остается остаток напряжения, которое нарастает. И это все есть симптоматика. И причиной этого является повреждение сознания ложной сущностью. Ложной переживание отделенности, например. Оно прямо указывает на вот это возникновение ложной сущности. Переживание отделенности – это не проблема. Чувство недостаточности, чувство ущербности, чувство неполноценности
с которыми большинство людей приходят в мистику и хотят их победить любой ценой, не являются проблемой. Они являются милостью. Милостью вашего мудрого индивида, который не хочет мириться с появлением лжи, ложного центра, этой ложной сущности, этого живущего. И это все о нем. Но посмотрите, что делает эго. Эго умеет защищаться. Эго выходит из-под удара тем, что начинает возглавлять вот эту борьбу, как вы думаете, с чем? С симптомами. На разных уровнях эго-структура, как ложный субъект, предлагает воевать с симптомами и становится как бы у руля этой борьбы с симптомами. Тем самым эти симптомы усиливаются, потому что с ними идет борьба. Поэтому мы за то, чтобы не бороться с симптоматикой. Мы за то, чтобы рассматривать причину. Кроме того, эго-структура очень грамотно переводит стрелки на индивид. И очень красиво говорит о том, что причиной недостаточности, неполноценности, ущербности является не эго, а является ваша личность, ваша индивидуальность, ваша физика. И вы начинаете бороться с тем, чтобы прекрасно выглядеть, чтобы быть идеальной личностью, чтобы быть идеальным телом. Но сколько бы вы это ни делали, как бы вы ни пытались преодолеть, симптомы рано или поздно опять просыпаются. Поэтому эти миллиардеры так тоскливо выглядят. Поэтому те, кто положили всю жизнь на здоровое тело, в итоге разочаровываются. Поэтому люди тратят огромные средства на косметологические всевозможные процедуры и в итоге все равно недовольны собой. Вы поймите, с индивидом все в порядке. Это не его недостаточность, это не его неполноценность, и это не его ущербность. Поэтому мистика не должна работать с симптомами. Она должна отправляться прямиком к причине. Оставив работу с симптомами психотерапии, и она в состоянии сегодня снизить вот эту вот патологичность, токсичность этих реакций. Они есть на всех уровнях. Эта психология работает только с психикой, с эмоционально-чувственным, немножко с менталом, но это есть на уровне тела ощущений, это есть на уровне физического тела. И у нас же нет проблем с тем, что мы ходим к массажистам, к каким-то специалистам, которые снимают какие-то блоки, которые тоже порождены эго-структурой. Поэтому это нормально пытаться снизить эту симптоматику. Но нужно понимать причину. И не надо думать, что причиной является ваш индивид. Не позволяйте эго объявить войну вашему индивиду. Не позволяйте эго сделать ваш индивид источником всех этих чувств, напряжений, блоков, спазмов, повреждения энергетического тела. Поверьте, эта борьба будет проиграна. Эго все равно не сможет уйти из-под вот этой симптоматики, потому что именно эго стало причиной ее. Именно это возбудило всю индивидуальность. И это большая-большая милость, что ваше чувственное тело никогда не прекратит сигнализировать о том, что в этой структуре появилась ложь, появился ложный автор, появился ложный субъект. И вот я хочу, чтобы вы это услышали.
что все эти переживания, все эти проблемы, они связаны с эго-структурой. И только ее исчезновение снимает эту симптоматику. Успокаивается ум. Не потому, что он был возбужден искусственно. Он успокаивается, потому что из ментала уходит эго. Ваше чувственное тело успокаивается, исчезают эти чувства неполноценности, потому что они были о неполноценности эго. Они были о том, что эго, заявляя себя автором, делателем, субъектом, ничего не может. Это придуманная субстанция. Это подразумеваемое недоразумение. Поэтому однажды мы договоримся с психологией, с психотерапией, которые будут работать с симптоматикой, позволяя людям приходить в более-менее адекватное состояние и начинать заниматься мистическими практиками для полного исцеления от эго-структуры. Я думаю, я вам объяснил различия в подходах. И я думаю, что мы можем наладить это сотрудничество, если не будем заходить на территорию друг друга и будем заниматься своей работой. Спасибо за внимание. Благодарю всех психологов, психотерапевтов за их ценный труд. А теперь минуточку тишины. Спасибо. До новых встреч у меня на канале в этом разделе о мистике от А до Я.